Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, как правильно здороваться с людьми для того, чтобы вас не сглазили, для того, чтобы вам не передали порчу и бедность. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните сразу после просмотра этого видео правильно говорить. Это очень важно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «свет», и тогда высшие силы обязательно помогут достичь всех ваших целей и желаний. Друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Как вы знаете, слова несут в себе особенную силу. Одни из них способны помогать в трудных ситуациях, другие же, наоборот, притягивают негативные энергии, и человек из-за этого попадает в ситуации, которые неблагоприятно сказываются на его жизни. Словом можно поднять настроение, а можно и в долю секунды его кардинально испортить. Оно способно подтолкнуть человека, наполнить его жизнь уверенностью в завтрашнем дне, а также в том, что у него все будет хорошо, и он обязательно с легкостью справится с тем, что происходит в его жизни. А можно наоборот загнать его в тупик и отобрать у него надежду, которая была очень сильно нужна. Мало кто из людей следит за словами, которые произносятся вслух, а затем не понимает, а почему в его жизни не хватает то одних энергий, то других, почему беды и различного рода несчастья периодически сопровождают его, и что он не делает, не может с этим справиться. Вот подумайте, правильно ли вы формируете свои мысли? Правильно ли их выражаете? Правильно ли ваша интонация и манера разговора? Да, не удивляйтесь, от этого тоже очень много зависит, так как если человек разговаривает с другим человеком пренебрежительно, даже если он будет употреблять негативные слова, все это привлечет негативные энергии не только к тому, с кем разговаривают таким образом, но и к тому, кто так разговаривает. Если человек хамит, старается обидеть, результат будет также неприятным. Это не только испорченное настроение, но и поврежденное биополе. Немаловажным является и то, какие чувства вы испытываете к собеседнику во время разговора. Так как если этот человек вас злит, раздражает, то в такой момент вы разрушаете сами себя, свою психику, стабильность, ну и, конечно же, энергетику. Поэтому с такой категорией людей не стоит и вовсе общаться. А если такой возможности по какой-то причине нет, то постарайтесь сократить общение к минимуму. Посмотрите на себя со стороны. Как вы видите манеру своего разговора? Проанализируйте, продумайте, какие слова вы используете чаще. Можете даже первые возникшие в голове выписать на бумагу, чтобы вам легче было это делать. Подумайте, больше слов положительного или отрицательного значения от вас звучит. Все нужно делать честно, не пытаться подбирать правильные слова. Важно обратить внимание на то, употребляете ли вы матерные слова, угрозы, проклёны, слова, несущие в себе зло, так как от таких слов нужно категорически отказаться. К сожалению, они способны разрушить вашу жизнь полностью, так как есть закон Вселенной, и он касается всех людей без исключения. Творишь зло, желаешь зло, невозможно безнаказанно. Для каждого придет время, когда за такие действия и поступки придется ответить. Для одних, кто это осознает, урок будет не столь страшным и тяжелым, как для людей, которые будут отрицать поступки, сделанные ними сознательно. К тому же человек способен притягивать в свою жизнь в приумноженном виде то, что он излучает. Поэтому, излучая зло, ожидать что-то доброе и хорошее в свою жизнь точно не стоит. Как только вы все это сделаете, вы сразу, не откладывая надолго, начнете формулировать новую манеру разговора.
И сможете убрать все раздражающие факторы, слова, которые вызывают неприятные ощущения на подсознательном уровне, слова с частичками «не», которые показывают вашу неуверенность в чем-то, хотя лучше не убрать их, а заменить. Например, вы говорите: «Вот я не могу найти хорошую работу», а лучше сказать по-другому: «Я найду хорошую работу, это дело времени». Вы не должны говорить: «У меня дела не ладятся», скажите: «Все отлично у меня». Не стоит говорить «не могу сделать», завершить, сказать, осуществить. Лучше скажите: «Я все обязательно сделаю, завершу, смогу». И пройдет совсем немного времени, и вы увидите, как действительно все вокруг вас начнет меняться в лучшую сторону. И то, что ранее казалось вам недосягаемым, начнет меняться, как то, что вы не могли надеяться осуществить, как ваше финансовое состояние изменится в лучшую сторону, а значит, перед вами откроются различные перспективы. Жизнь станет более разнообразна, стабильной и комфортной. У вас не будет получаться все с первого раза, так как изменить привычные слова, манеры очень непросто. Даже если с первого раза и кажется, что легче быть не может. Так могут рассуждать только те, кто не подходит к этому серьезно, меняет только некоторые слова и не углубляются в анализ их проблем и того, что же они на самом деле проговаривают и что этим призывают. Научитесь во время разговора анализировать и контролировать свои чувства. Если они негативные, и вам хочется сказать какое-то плохое слово, то что способно причинить вред? Замените его. Но сделайте это так, чтобы вы в этот момент не потеряли сильной энергии, но получили эмоциональную разрядку, чтобы негатив не накапливался и не мешал вам ощущать спокойствие. Старайтесь ежедневно проговаривать больше положительных, нежных, ласковых слов. Это будет помогать вам перестроиться на нужный энергетический уровень, получая сильные энергии, которые будут вам помогать осуществлять задуманное и поддерживать на том пути, который вы выберете. Главное, идя по выбранному пути, если будут возникать какие-то трудности, ни в коем случае не останавливайтесь, не сворачивайте и не меняйте своего решения. Ведь только те, кто смогут доказать, что готовы к приятным изменениям, что решительно настроены изменить свою жизнь, могут получить полный контроль над ней, притягивать важные энергии в тот момент, когда это будет нужно, отбивать любой негатив и при этом всем обрести со Вселенной очень крепкую связь. Старайтесь своим близким, родным людям каждый день говорить больше приятных слов, а также рассказывать им о том, как вы их любите и цените, так как это делать будет вашу с ними связь более крепкой, а со временем и вовсе неразрывной. Как вы будете подпитывать друг друга в моменты, когда кому-то из вас будет нужна энергетическая помощь. В таких отношениях будут царить только любовь, уважение, взаимопонимание, а вот ссорам, разногласиям, недомолвкам, предательствам в них не будет места вовсе. Негатив будет обходить стороной. Научившись использовать слова себе во благо, также нужно научиться и правильно выставлять с помощью слов защиту. Думаю, каждый из вас и не один раз ощущал такое, что после общения с каким-либо человеком начинает портиться настроение, пропадает желание браться за какие-то новые дела, хочется плакать и не знаешь, откуда возникает моментально ощущение, что душу разрывает на части от боли и бессилия, которое ее заполняет. Опускаются руки, и кажется, что весь груз мира лежит на плечах. Расправить их не получается, так как одно неприятное событие следом сменяется другим, и они вместо того, чтобы уменьшиться, только приумножаются день изо дня. С близкими происходят ссоры, недопонимания по очень пустяковым делам, и все это еще больше усугубляет возникшую ситуацию. Так получается из-за того, что вы общаетесь с человеком, возможно, разово, а возможно и на протяжении долгого периода времени, который не желает вам добра, у которого главным посылом, который он отправляет в ваш адрес, является то, чтобы у вас разрушилась жизнь, чтобы вы начали терять, а не приобретать, чтобы дела, за которые вы беретесь, были безуспешны, чтобы беды сбивали вас с пути, по которому вы идете,
чтобы ваше сердце перестало излучать добро и наполнилось разрушительным негативом, который то и дело будут мешать вам находить общий язык с окружающими вас людьми. А с теми, с кем у вас уже сложились хорошие отношения, все испортилось. Если человек может в разговоре на вас так влиять, это означает, что он энергетически очень силен, а также и то, что он умеет направлять нужные ему слова в нужное для него русло. Поэтому нужно немедленно такому человеку вернуть негатив, который он излучает, а для этого про себя нужно проговорить такие слова: «Я силой слова защиту выставляю, добро в своем сердце сохраняю, энергии во Вселенную направляю и защиту создать ее для меня умоляю». Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что на душе стало намного легче. А тот, кто на вас так влияет, ощутив это, моментально от вас отойдет в сторону. На время даже замолчит, так как не будет знать, как ему вести себя. Ведь негатив, который он отправлял, будет возвращаться к нему. Постарайтесь отойти куда-то подальше, провести левой ладонью на уровне лица, затем трижды ней потрусите, так вы уберете тот негатив, который успел к вам прицепиться, и сразу же перекреститесь. Так вы не позволите данному человеку на себя больше влиять. А вернувшись домой, сделайте отвар из ромашки, ополосните с ним и от души пожелайте, чтобы ваши энергетические каналы очистились. Затем выпейте любой травяной чай, а когда закончите, нужно взять белую свечу, поджечь ее, сделать в ней 3 круга вокруг левой ноги, затем 3 круга вокруг правой ноги, затем вокруг обеих ног сразу. Далее сделайте круг и поднимайтесь постепенно к голове. Последний ваш круг должен быть над макушкой. Проделывая это, вам нужно постоянно проговаривать такие слова: «Энергия сильная огня в биополе мое вплетается, если где-то оно повредится, сразу с ее помощью восстановится. Никто не сможет его никогда пробить, а значит и мне вред причинить. Огонь защищает, все злое тем, кто это чувство излучает, сразу возвращает, урок преподай». Когда закончите, свечу установите перед собой. Далее перекреститесь и развернитесь к ней спиной. Так вы должны стоять до тех пор, пока она не догорит. Когда это произойдет, агарок выбросите. Затем еще раз выпейте травяной чай, и как только вы это сделаете, вы сразу ощутите прилив сильной энергии в вашу жизнь. Тот, кто оказывал на вас влияние, больше не будет этого делать, так как ему возле вас будет не только некомфортно находиться, но и страшно на энергетическом уровне, ведь он будет ощущать свою слабость. Другие же люди, имеющие такие же помыслы, также будут ощущать вашу сильную защиту и понимать, что у них на вас нет энергетических сил, а значит, будут держаться в стороне. Как вы знаете, нам приходится каждый день общаться как с теми, кого мы любим, и общение с ними доставляет нам радость и удовольствие, а также с теми, кто не имеет для нас значения. Но не все люди, глядя на вас, испытывают такие же чувства. Некоторые, к сожалению, завидуют, желают жить такой жизнью, как у нас. И среди таких людей могут быть и соседи, сотрудники, продавцы, которых мы видим каждый день, а также и люди, кого мы считаем близкими друзьями или даже хорошими знакомыми. Мы здороваемся с этими людьми и даже не подозреваем, что они, отвечая нам, отправляют в своем ответе посылы негатива, а вместе с ним и из глаз. Если наше биополе ослабленное, такое влияние мы можем заметить сразу. Если оно сильное, то сглаз начнет действовать через время, но воздействие его в любом случае будет негативным, так как они целенаправленно в разговоре будут использовать слова, которые способны притягивать негативные энергии, а с ними и тот результат, который они желают. Поэтому, чтобы обезопасить себя от такого влияния, вам нужно, когда вы здороваетесь, скрещивать пальцы на левой руке, проговаривая такие слова: «Защита, приди, моей энергии при мне сохрани». Когда вам будут давать ответ, проговаривайте про себя следующее: обратно, негатив, уходи, с глаз уйди.
Если же с вами первым здоровается человек в чистосердечности и добрых помыслах, которого вы не уверены, нужно изначально поздороваться, а затем сразу же проговорить про себя такие слова: «Приветствие принимаю, а негатив весь обратно отправляю». Таким образом, вы защитите себя от помыслов таких людей, от их пожеланий в ваш адрес, от мыслей, которые в такой момент в их голове, так как они тоже очень опасны, ведь мысли материальны и поэтому несут не меньшую опасность, чем слова, которые произносятся вслух. Но вам не стоит переживать, ведь вы всегда будете под энергетической защитой. Может быть еще и такое, что человек при разговоре с вами не чистосердечен. Он может даже не показывать, что на самом деле к вам ощущает. Слова такого человека могут быть не злыми, и на лице может быть даже улыбка. Но вот те мысли, которые будут в его голове, они будут, к сожалению, наполнены разрушительным негативом. Они настолько будут нехорошие, что при общении с вами ваше биополе будет моментально страдать. Вы можете в такой момент ощущать дрожь в ногах, в теле, у вас могут путаться мысли. На подсознательном уровне будет плохое предчувствие, но вы не будете понимать, что же это спровоцировало. Если получается так, что вы начинали разговаривать с человеком в одном расположении духа, а заканчиваете уже в другом, можете быть уверены в том, что этот человек влияет с помощью слов на вас, употребляя нужные ему слова для достижения своих целей. Поэтому нужно сразу отреагировать, сделайте шаг назад. Так вы ослабите его на вас влияние, после чего проговорите про себя такие слова: «Ограждаюсь, защищаюсь, мысли твои ощущаю, и тебе же их и возвращаю». Как только вы это проговорите, вы увидите, что вам моментально станет легче. А вот тот, кто еще несколько минут назад стоял перед вами и улыбался, перестанет это делать. Ему уже будет не так весело, так как он не будет понимать, почему вы с ним поменялись местами и почему он больше не приносит вам вред. Вернувшись домой, обязательно примите ванну с отваром из лаврового листа и мяты. Это поможет вам восстановить энергетические силы и укрепить ваше биополе. А когда будете купаться, проговаривайте такие слова: «Я сильна и всему противостоять готова. Энергии свои возобновляю и укрепляю». Когда закончите, выпейте ромашковый чай, думая в этот момент о чем-то хорошем. Далее обязательно похвалите себя мысленно. Расскажите о том, как вы сильны, помечтайте, все это притянет к вам больше хороших энергий. Если вы знаете, что вам предстоит беседа с неприятным для вас человеком, возьмите с собой один кристаллик соли, проговаривая при этом такие слова. Называйте имя человека, далее скажите: «На меня влияние не окажет, весь негатив отобью, его помыслы сотру, если зла пожелает, его к себе сам и приманит». И отправляйтесь навстречу, и ни о чем не переживайте. Вам ничего не грозит, этот человек не сможет на вас влиять, а значит и утратит к вам интерес. Он пойдет искать того, на кого он будет в состоянии действовать. Когда ваша встреча закончится, достаньте кристаллик соли, бросьте его на асфальт, плитку, главное на улице. После чего растопчите правой ногой со словами: «Не кристалл соли растоптала, а помыслы недоброжелателя». Как только вы это сделаете, разворачивайтесь и уходите с этого места. Ваше настроение моментально улучшится, вы обязательно ощутите спокойствие и гармонию в душе. Друзья, используйте эти знания себе во благо. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «свет», и пусть высшие силы помогут вам достигать ваших целей. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся в следующем видео.